Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы сегодня перерабатываем урожай, вчерашний урожай вот этого замечательного лекарственного растения, которое называется розмарин. Но не просто перерабатываю, а я хочу показать, сразу же ответить на вопросы, каким образом можно вот зимой расчеренковать. Ну, для начала покажу, вот смотрите, сейчас они вот твердые, да, в зиму, а вот кончики мягкие. И если бы это было летом, мы делали летом, вот мы сделали череночки 2 недели назад. Пока корешков не видно, потому что здесь твердые. А древесневшая часть вот этого побега, она не дает возможность получить вот очень хороший результат. Ну и вот водичку, все здесь правильно сделано, немного воды, доступ кислорода есть. Ну вот они у нас 2 недели, пока что никаких признаков, зато они зелененькие, красивые лежат. Вот, почему вот так происходит? Вот именно из-за того, что вот эта часть, она деревянная. Она просто-напросто сюда соки не будут поступать. Вот черенок, почему он приживается и хорошо набирает корней, потому что он нежный, мягкий. И по этому мягкому, нежному стебельку обязательно идет поток энергии, и сок идет, водичка идет, для того, чтобы вот это растение как раз принялось и нормально себя чувствовало. Вот что я делаю? У меня тут их очень много, и выбираю вот, чтобы был мягенький. Вот этот мягенький кончик, ну вот кончик тоже убираю. Он у меня, рядышком у меня уже сушилка вот здесь, ну что все это, ничего не пропадет, все будет. Вот это в сушилочку. И вот этот кусочек, небольшой буквально, вот я его вот так. Получается ниже вот этого листика. Листики оставляю, и у меня уже тут подготовленная дерновая земля. Потом я только увлажню ее, пока их все не посажу. Вот, увлажню, и здесь они прекрасно себе будут укореняться. Так как сейчас зима, декабрь месяц, пока будут на окошке, прохладно, они укоренятся. И как только увижу, что укоренение хорошее, я их вынесу просто в прохладное помещение темное, и они у меня будут жить там до весны. Ну, будем смотреть по погоде и по температуре. Ну, а вот эти кусочки, которые остаются, я их вот так нарезаю в сушилку. И вот так разложу все в сушилке и отправлю сушить. И затем мы будем использовать для приготовления еды, для напитков, для буквально чего мы захотим, все это можно использовать. Все листики, ничего не пропадет. Вот здесь, видите, вот это и есть секрет, самый главный секрет, потому что у меня есть почте много сообщений о том, что не укореняются. Вот покупают даже, и покупают вот такие, конечно, деревянные. Вот они, видите, ломаются очень легко. Вот эти, я вначале вам показала, результата нет. Еще раз показываю, нужно именно под почкой, вот оно, почечка, где листики были, убираем, вот, и оставляем вот эти листики, вот такая маленькая елочка, это может быть и кусочек середины, и кончик, так как они уже жестковатые, поэтому я вот и крайние, и там, где мягкие были, я и мягкие как раз сюда выкладываю череночник, так называемый. Я уже подготовила пакетик, лучше, если бы был прозрачный, но нету. Теперь самое очень важное, еще очень хорошее для укоренения. Вот смотрите, у меня подготовлено литр воды, и это уже испытано. Вот это таблетки кремний активный. Практически я, сколько вот с жителями Украины разговаривала, все могут вот это приобрести. Возможно, где-то и в России оно по чуть-чуть по-другому называется, но кремний активный. Здесь, кроме кремния, который позволяет создать хорошую корневую систему, здесь есть витамины, здесь есть другие питательные вещества, которые необходимы для череночка, и особенно зимой. Так вот, беру одну таблетку и качалочкой на деревянной, вот я его разбиваю, для того, чтобы получить очень быстро раствор. Далее 1 таблетка на 1 литр отправляю вот сюда в баночку, перемешиваю. Потому что если так таблетку надо с вечера ставить, а вот сейчас я ее перемешиваю, вот эту таблеточку. Вот, и вот этим раствором, можно ложкой, можно лейкой,
сейчас слегка много, зимой нельзя, потому что даже в теплом месте, но у меня будет просто температура здесь 15-18 градусов, больше здесь нету. И как раз очень хорошо для того, чтобы розмарин укоренился, потому что розмарин не любит жару, он просто сварится. Вот так почти каждое у меня, не почти, а в принципе все растения у меня сейчас польются. Водичка, которая осталась, у меня уйдет на полив комнатных цветов. Они тоже очень любят вот этот растворчик. Итак, у меня это полито. Теперь я беру, завязываю пакет. Вот это и есть парничок, тепличка. И установлю, у меня есть место там такое недалеко от тепла. И там температура как раз не поднимается выше 17 градусов. Ну а оставшиеся, вот смотрите, у меня уже на сушку подготовлены, разрезаны, ставлю на сушку. А вот эти, которые у меня остались, эти уже будут, следующая партия, будут готовы для того, чтобы их сохранить, переработать. И сегодняшнюю тему и секрет, главный секрет укоренения черенков я вам подсказала. Берете только вот эту мягенькую и еще и зелененькую часть, которая как раз хорошо пропускает все питательные вещества и хорошо создаются корешочки. Мы, Раиса Греченко и Александр Волик, создали это видео сегодня и подготовили ответ на ваши вопросы. Прощаемся с вами, удачного укоренения и хороших вам здоровых растений.